Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего YouTube канала юрист Валерий Табаков. Сегодняшний выпуск посвящен материалу общественной организации «Антикоррупционный фронт» Ларисы Криворучко. Этот материал от 4 июля 2026 года, то есть вчерашний. Сейчас мы его посмотрим. Вот он имеет такой вид. Называется «Парадоксы украинского правосудия. Двоеточие, как сознательный саботаж нелегитимного руководителя секретариата НААУ Вадима Красника нивелирует конституционное право на защиту». Друзья, очень интересный этот материал, как по содержанию и по направленности тоже. Поэтому давайте внимательно к этому отнесемся и в общем-то, проанализируем, насколько этот материал является действительно тем материалом, на что он направлен, то есть соответствует своему содержанию. Дело в том, что вот эта шумиха, да, которая раздута по поводу отстранения Ларисы Криворучко от дела, по поводу преследования, она выглядит как-то, с одной стороны, для непосвященных правдоподобно, а с другой стороны, если учесть всю конъюнктуру, фабулу всего того, что произошло, то становится понятным, что просто это заказной материал, который направлен не на изложение того материала, который он содержит, а на маскировку, скорее всего. Почему я так считаю? Во-первых, то, что происходило в деле Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Фарион, оно в последние вот эти вот заседания с момента появления Ларисы Криворучко в поле зрения этого дела как адвоката Вячеслава Зинченко, оно, происходило на фоне решения Винницкого КДК. Винницкий КДК и вообще вся эта структура винницкая, да, она тем или иным образом связана с Порошенко, насколько вы можете об этом догадываться. И сама Лариса Криворучко, она представляет интересы, является адвокатом тех охранников Порошенко, которых обвиняют в том, что они приняли с борта самолета, прилетевшего перед выборами 2019 года из Москвы, деньги, предназначавшиеся для проведения выборной кампании Петра Алексеевича Порошенко. Поскольку я еще там излагал свои мысли по поводу заинтересованности Петра Алексеевича в устранении Фарион, и еще, кроме всего прочего, того, что недавно совсем произошла встреча между Зеленским и Порошенко, совсем неожиданно, что они там обсуждали, трудно себе предположить, но там о чем-то сообщалось, но, наверное, не все, да. И вполне вероятно, что, кроме всего прочего, одним из предметов обсуждения Порошенко и Зеленского было дело об убийстве Фарион и
о том, как оно продвигается и посадят Зинченко или нет. И вот в тот момент, в тот период как раз появилась Криворучка, которая стала адвокатом Зинченко. Ну, понимаете, что Зинченко очень обрадовался, значит, все ей выложил, она, значит, все материалы дела вычитала. То есть вся информация у Петра Порошенко по этому делу есть. И поскольку его можно предполагать заинтересованным лицом в том, чтобы не привлечь к ответственности настоящих заказчиков, настоящих убийц Ирины Фарион, то вот все это выглядит достаточно тенденциозно. Поэтому и вот этот материал, он тоже выглядит не тем, чем кажется с первого взгляда, а материалом маскировкой. Поэтому я вот сейчас его проанализирую, и вместе с вами мы сделаем ряд выводов по этому материалу. Итак, значит, материал касается вопросов адвокатского самоуправления, дисциплинарной практики и обеспечения права на защиту. Я буду делать жесткий критический правовой анализ этого материала. И, как вы уже видели, это текст от антикоррупционного фронта Ларисы Криворучко. Вы его можете сами почитать, ссылку я тоже дам в описании этого видео. Так вот, этот текст представляет собой классический образец манипулятивной юридической риторики, а именно представляет собой сознательное искажение норм закона, представляет собой преувеличение саботажа и откровенное игнорирование базовых принципов адвокатской деятельности и уголовного процесса. Друзья, еще раз хочу, значит, сакцентировать внимание на то, что это материал маскировка. И то, что в нем излагается, это не то, что соответствует реальным нормативно-правовым актам и законодательному полю Украины. То есть это манипулятивная юридическая риторика. Для того, чтобы замаскировать роль Порошенко, роль Зеленского, роль Ларисы Криворучко в этом деле, которая представляется как защитница, как адвокат Зинченко, но на самом деле вполне вероятно ее роль совсем другая. Она заинтересована, друзья, в том, чтобы Зинченко был привлечен к уголовной ответственности. Хотя и реально он вполне вероятно невиновен. Она об этом тоже заявляет, но ее действия, они говорят об обратном. Сторона Криворучко в этом материале пытается, друзья, выдать свои процессуальные проблемы, созданные ими самими, то есть и самой Криворучко, за атаку системы на, так сказать, независимого защитника. И это, друзья, нужно сказать, что это опасная и вредная позиция. Нужно смотреть правде в глаза, а не глотать ту пыль, которую пускает вам в глаза Лариса Криворучко. Для объективности приведу цитаты из самого материала, которые ярко отражают позицию, изложенную Ларисой Криворучкой и ее сторонниками в этом материале. Ну, во-первых, Лариса Криворучко заявляет, что суть этой юридической драмы заключается в последовательном и детально задокументированном ограничении профессиональной деятельности, которому подверглась известный адвокат, пытаясь выполнить свой профессиональный долг против вместо классического
состязательного судебного процесса защитница была вынуждена вступить в изнурительную войну с самими органами адвокатского самоуправления. Вот. Далее, что утверждается в этой статье? Право на защиту не является абстрактной декларацией. Оно реализуется через конкретного адвоката, чья легитимность не должна зависеть от субъективного желания чиновника, ведущего электронный реестр. Ограничение адвоката – это прямое ограничение обвиняемого, который находится в изоляции под стражей. Далее, НАУ продемонстрировала удивительную неповоротливость, отказываясь вносить актуальные сведения в ключевую базу данных. Руководство секретариата НАУ сознательно выстроило искусственный информационный барьер, пока государственная машина требовала бумажных заверенных копий в эпоху цифровизации. Подсудимый Зинченко в тюрьме оставался без избранного им адвоката, что является прямым нарушением права на защиту. И требование Вадима Красника о том, что копии не заверены надлежащим образом, являются абсолютно ложными сведениями. Это не просто техническая ошибка регистратора, это целенаправленные действия, направленные на препятствование осуществлению адвокатской деятельности, что подпадает под действие статьи 397 Уголовного кодекса Украины. Друзья, вот об этом твердит этот материал. То есть, еще раз повторю, материал говорит о том, что Лариса Криворучко, значит, делает все возможное, но вот система ее преследует и не дает ей выполнить все то, что она задумала, то есть якобы защитить Зинченко. Эти цитаты из этого материала, который я вот озвучил, они четко демонстрируют, что позиция Криворучко представляет ситуацию как сознательный саботаж со стороны НАУ и персонально Вадима Красника, как политически мотивированное давление на Криворучко и как грубое нарушение конституционного права Зинченко на защиту. А теперь перейдем к жесткой критике этой позиции Криворучко. Во-первых, фактическая основа сложившейся ситуации. То есть вы знаете, что 3 числа, позавчера, Криворучко была судом отстранена от выполнения функции адвоката Зинченко. Итак, предыстория, всего этого. 5.06, то есть месяц назад, КДКА Винницкой области приняла решение о приостановлении права Криворучко на занятие адвокатской деятельностью на 1 год в соответствии со статьей 31 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Это решение вступило в силу и было отражено в Едином реестре адвокатов Украины, ЕРАУ. Далее Криворучко обжаловала это решение в административном суде. Ровенский окружной административный суд, дело номер 460/10-297/26. 15 июня 2026 года Ровенский суд применил меры обеспечения иска и временно приостановил действие решения КДКА о остановке права Криворучко на занятие адвокатской деятельностью. 19 июня 2026 года тот же Ровенский суд, рассмотрев ходатайство КДКА, отменил эти меры обеспечения. То есть отменил приостановку решения КДК Винницкой области о остановке права Криворучко заниматься адвокатской деятельностью. 24 июня Криворучко подала апелляционную жалобу, после чего
ее сторона, то есть сторона Криворучка, начала утверждать, что статус, ее статус адвокатский, якобы автоматически восстановлен. То есть и мы видели, что суд как бы допустил ее поначалу к выполнению адвокатских обязанностей в деле об убийстве Фарион. Здесь содержится, друзья, ключевая ошибка и заблуждение позиции Криворучка. Первое. Эта позиция представляет собой грубое смешение мер обеспечения и окончательного решения по сути спора. И это не просто техническая неточность, это сознательная подмена понятий, которая сознательно делается Криворучко Ларисой Сергеевной. То есть Криворучка подменяет понятие, она смешивает меры обеспечения и решения по сути, то есть представляя их как бы одноуровневыми актами. Это первая ключевая ошибка и заблуждение Криворучка. Ну, то есть она, может, сама не заблуждается, но представляет это вам так, как будто бы это реально так, чтобы ввести вас в заблуждение. Второе. Роль НАУ и Вадима Красника. Эта роль представляет собой, друзья, не саботаж, как об этом твердит Лариса Криворучка, а четкое соблюдение закона. Материал, который я вам показывал в антикоррупционном фронте Ларисы Криворучка, этот материал яростно обвиняет руководство секретариата НАУ в цинизме и сознательном блокировании деятельности Криворучка. Но на самом деле, друзья, ЕРАУ – это публичный реестр, изменения в который вносятся на основании надлежаще заверенных документов или данных из ЕГРСР. Требование к заверению копий содержится в инструкции ДСАУ номер 814. Это не прихоть Красника, а обязательная норма для предотвращения фальсификаций. НАУ не является участником административного дела Криворучка, поэтому суд не обязан был автоматически направлять им, НАУ, все копии для внесения изменений в реестр. То есть это критическая ошибка позиции Криворучка вторая. То есть первое – это смешение понятий, значит, обеспечительных мер и решения по сути. И ошибка позиции Криворучка номер 2 состоит в том, что она пытается переложить свою ответственность за подтверждение статуса на технический аппарат НАУ. Право на защиту реализуется через адвоката с действующим статусом по данным ЕРАУ. Судья в уголовном процессе обязан проверять именно реестр, а не сканы и эмоциональное заявление Криворучка. И каковы последствия для обвиняемого Зинченко и всего процесса. Сторона Криворучка громко заявляет, что без нее процесс превратится в фарс, и любой приговор будет отменен. Это, друзья, эти заявления – это очередная манипуляция. Обвиняемый имеет гарантированное право на защитника. Если у избранного адвоката проблемы со статусом, суд обязан обеспечить участие защитника по бесплатной правовой помощи. Позиция Криворучка, которая упорно игнорирует данные реестра и создает искусственные коллизии, повторю еще раз,
искусственные коллизии, вредит в первую очередь самому Вячеславу Зинченко, то есть клиенту Криворучко. И это, друзья, не борьба за право на защиту Зинченко, а борьба для того, чтобы представить ее якобы борьбой за личное участие в деле Криворучко любой ценой. Но на самом деле Криворучко спокойно отдыхает то в Австрии, то там где-то на Бали, то еще на Великой Китайской стене. То есть она говорит, вот желание ее исполнилось, и она сейчас находится на Великой Китайской стене. То есть ее желание не в том, чтобы Зинченко освободили, а в том, что она побывала на Великой Китайской стене. И ошибка позиции Криворучко номер 3. Это представление внутреннего корпоративного конфликта в адвокатуре как политического преследования. История предыдущих дисциплинарных дел Криворучко показывает, что проблема носит системный характер и не является заговором против одного неудобного адвоката. Выводы из всего изложенного. Материал антикоррупционного фронта Ларисы Криворучко содержит грубую и опасную выборочную интерпретацию норм КАС, закона об адвокатуре и УПК. Этот материал, безосновательно обвиняет НАУ в саботаже и пытается выдать временные процессуальные решения за окончательную победу. Особенно подчеркну ключевой момент, который сторона Криворучко упорно игнорирует или искажает. Внимательно, друзья. Апелляционное обжалование ухвалы об отмене обеспечительных мер не означает автоматического восстановления ранее отмененных обеспечительных мер. Подача апелляции останавливает исполнение именно ухвалы об отмене, но не возрождает, не восстанавливает действие автоматически предыдущего обеспечения. И это четкая позиция процессуального закона. Пока нет окончательного судебного решения по существу, дисциплинарное решение КДКА остается действующим, а статус в ЕРАО приостановленным. Право на защиту священно, но оно, это право, не дает права одному адвокату манипулировать нормами и реестром в угоду своим интересам. Итак, друзья, то есть мы раскрыли эти карты Криворучко, которая пытается сделать вид, что на нее осуществляется давление, что ее преследуют, но на самом деле цель Криворучко, по-моему, другая. И вот это манипулирование, в том числе и законодательными нормами и коллизиями, говорит именно об этом. Я не хочу сказать, что Лариса Криворучко умышленно это сделала. Может, она действительно ошибается, может, она действительно не понимает, что обеспечительные меры, временные обеспечительные меры, они имеют совершенно другой статус, чем решение по сути. И вопросы восстановления действия ранее отмененных обеспечительных мер не являются автоматическим, как это относится применяется к решению судебным решением по сути. Поэтому то, что говорит Криворучко, что если
обеспечительная мера, отменение обеспечительной меры отменено или обжаловано, это не означает, что сама обеспечительная мера должна быть автоматически восстановлена. Ну, вот, друзья, суть этого вопроса. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.